Завтракаем с моим комочком перед тренировкой. Я уже собралась, у меня на завтрак авокадо-тост. Я уже все съела и решила вам показать, как обычно. Огурчики и черри. Прическа, конечно, тренажерная. Вот, как я вам и говорила, всегда просто вместе со мной за столом. Она спит в любой позе. Моя тренер перенесла тренировку на 9 утра. Обычно мы в 8 занимаемся, вот сегодня на 9. И я сплю, как обычно, полседьмого уже. И у меня столько просто времени свободно, что я уже просто жду, когда идти. Уже столько переделала и снимаю сразу параллельно 2 видео, короче. Так, девочки, случайно оказались с Сашей в Элеме. Хотела себе пальто в коричневом цвете, очень красивое, здесь просто шикарный состав, альпака и 85% шерсти, ну и 15 альпаки. И сейчас просто как раз скидка 2 дня. Очень красивый цвет. И еще есть в таком красивом сером, тоже просто шикарный цвет, но здесь ростовка на рост 170, у меня вот на 164, видите, оно прям такое длинная, на мне 42 размер. И в черном цвете тоже очень красивый серый, просто шикарный цвет, но у меня есть серое пальто. А вот в таком красивом коричневом у меня нет никакой одежды верхней. Вот, смотрите, 85 шерсть, 15 альпака. И сейчас оно стоит, вот по цене оно, нет цены, 980, что-то такое, около 1000 рублей, но со скидкой получается 800. Это только вот до буквально 2 дня скидка ко Дню Матери. Сейчас примерю вам тоже серое, оно мне будет длинное, но просто покажу вам. И черное. И еще мне понравилась дубленка, тоже сейчас покажу. Вот я примерила на рост 170, видите, оно прям длинное, но как бы мне тоже окей. Потому что у меня коричневая тоже длинная, но она на мою ростовку. Это чуть длиннее, но здесь рукав длиннее. В принципе, меня это не сильно смущает. Очень красивый тоже серый, но у меня серое есть, а вот мне хотелось коричневое. Но тоже прям рекомендую. И оно, видите, оно такое прямого кроя, но оно не слишком свободное. Вот идеальные плечики. Супер. Это мой Сашулька ждет, меня сидит. И черная. Черная уже моя ростовка, как и коричневая. Ну, черная тоже такая база цвета, конечно, просто шикарная. Видите, когда моя ростовка, здесь пуговица чуть повыше. Ну и карманы тоже, конечно, получше. Нет, я точно беру коричневую. И дубленка. Это уже зимняя. Я, конечно, в шортах не особо, но мне очень понравилось. И у нее классная супер цена, сейчас скажу вам. Очень красивая. Потому что короткие дубленочки уже, знаете, не очень хочется. Вообще здорово. Ну и ходить удобно. Вот, это без скидки цена 484 на эту дубленку. А со скидкой там получается чуть больше 100 долларов. Вообще тоже мне очень понравилось. Блин, нет, ну я не хочу 2 уже, это слишком. Но вот пальто я однозначно беру. Очень красивое просто. Привет, любимые! Решила показать вам свою укладку сегодняшнюю. Захотелось мне таких пляжных локонов, хотя я делаю укладку, грубо говоря, уже вечером. И завтра утром у меня тренировка, поэтому от нее красоты не останется. Поэтому решила, что нужно зафиксировать и показать, как было. Потому что, вероятнее всего, буду завтра что-то снимать для влога, и уже будут ужасные волосы, некрасивые. Я вам показывала эту плойку. Она продается и на Wildberries. Я покупала, по-моему, в 21 веке. Вот не помню точно. Или на Wildberries, или в 21 веке. У меня вечно путается в голове эта информация. Вот, это Evolution. Evolution Dual Pro. Мне кажется, она одна только такая. Но сейчас я покажу еще коробку. Вот так выглядит коробочка. Я не чувствую, что от нее как-то портятся волосы. Ну, понятное дело, что это не витаминки, конечно. Лучше не становится, но и хуже как бы тоже.
Вот, никакого запаха неприятного от волос, ничего такого. А, вот, размер полотен 25 миллиметров. Видите, они не такие тоненькие, и локоны получаются очень красивые, такие фактурные. И, например, если вам нужно их расчесать, то не проблема, вы расчешетесь, но вы, конечно, будете вот с такой головой, но это все легко можно решить. После расчесывания просто возьмите буквально там каплю, 2 капли масла, разотрите в руках между пальчиков и пройдитесь по волосам. И вся пушистость уберется, потому что, ну, расчесываться, конечно, тоже нужно на следующий день и в течение дня, поэтому это как бы не проблема. Потому что, конечно, с такой укладкой ее, правда, когда расчешешь, сразу такой пушистик и такой уже фактуры, конечно же, нет. Но это все можно вернуть. Вчера был показ Victoria's Secret, они вернулись со своими показами. Я сегодня все утро смотрела. Устроилась поудобнее, чтобы можно было с вами поболтать. В общем, я очень рада, что вернулась в фэшн-шоу Victoria's Secret, потому что, как бы там ни было, мне кажется, на мой взгляд, это одно из самых таких значимых фэшн-шоу в мире моды, потому что, ну, про него, мне кажется, знают все, даже те, кто вообще не в этой теме, да, потому что все знают этих прекрасных моделей, красивенных, какие шоу они делают, как это все женственно, красиво, вдохновляюще. И вот приятно, что можно посмотреть и вдохновиться. Ну, как бы там ни было, меня всегда очень вдохновляли какие-то красивые люди. Вот ты на них смотришь, на этих моделей, и мне кажется, сразу хочется что-то делать, да, хочется убрать какие-то свои сладости эти, которые и так сами по себе вредны, ничего полезного не несут, да, кроме душевной радости, и я их не могу и не хочу полностью убрать, да, но как минимум включить голову, напомнить себе, что это еще и не полезно, а еще когда смотришь на эти прекрасные тела этих ангелов Victoria's Secret, просто так вдохновляешься и смотришь потом на свой целлюлит и думаешь, побольше ешь конфет, еще больше будет у тебя целлюлита. В общем, меня на самом деле всегда это мотивирует в самом лучшем плане. Я сейчас не про какие-то ограничения говорю, а вообще просто приятно смотреть на красивых, ухоженных, и все они такие действительно роскошные. И так захотелось мне срочно пижаму Victoria's Secret. Мне кажется, все вы, если были в магазине Victoria's Secret, вы знаете, что там всегда очень много людей. Но мне кажется, что как раз-таки из-за того, что они сменили свою стратегию пару лет назад, да, и вообще изменили свой подход, вектор, сменили свой визуал, мне кажется, что они немножечко просели. Да, они, конечно, кого-то там набрали новую аудиторию, но все равно все мы знаем Victoria's Secret, у нас ассоциация с какой-то красотой и, ну, правда, вдохновением. И то, что сейчас они вернулись со своим фэшн-шоу, со своими прекрасными ангелами, это, мне кажется, знаете, это просто как новое дыхание для них. И несмотря на то, что у них и так было все очень неплохо, там всегда действительно хорошие у них продажи, то сейчас, мне кажется, это будет просто новая жизнь старого бренда. Будет все еще лучше, и мне срочно нужна пижама, самая такая классическая расцветка, да, розовая. И я достала сегодня все свои косметички Victoria's Secret и спрей, который я, ну, как бы я не очень люблю спреи, да, но мне так захотелось тоже его взять и пользоваться. Это такой, знаете, особый, очень девчачий вайб. Да вообще, знаете, вы заметили, как мода циклична, да, и сейчас это все возвращается, все вот эти вот женственные силуэты, и это очень-очень круто. И, в принципе, да, отходит уже, ну, он уже прям сильно просел, весь такой спортивный стиль, все эти огромные оверсайзы, они никогда не уйдут, потому что это удобно. И это всегда будут носить. Но если мы сейчас говорим про моду, про стиль, да, это все равно очень так снизило обороты. Вот, и девушки скоро опять будут, как раньше, это будет стильно и модно носить каблучки, ну, мне так кажется. Хотя для меня это вообще, не знаю, может быть, какой-то маленький, но это не совсем моё, да. Ну, вы видели, как в прошлом году вернулись шубы, да, и если вы не хотите носить натуральное, то на пике как раз-таки из эко-меха, и они очень крутые, и это, знаете, такой особый вайб такой женственности, именно вот женского вот этого всего, и это, конечно, очень круто. Вот сегодня проснулась, утром мне сразу подсовывались, потому что ночью было это фэшн-шоу, и от всяких инфлюенсеров, и уже у самих Victoria's Secret в аккаунте все эти нарезки из фэшн-шоу. Я потом за завтраком смотрела сам показ на YouTube.
и просто вдохновилась. И, знаете, мне просто попадались некоторые отрывки, я просто рыдала. Я не знаю почему. У меня были такие сильные эмоции. Я не то чтобы... Я вообще не эмоциональный человек, но вот иногда, когда что-то такое вот... Ну, я как будто бы скучала. И это возвращение Адрианы Лима, она же 6 лет назад, по-моему, ушла. Адриана Лима, вы точно ее знаете, вставлю картинку. И я зашла на ее инстаграм, и там было как раз видео, как она... Обязательно его посмотрите, я сейчас тоже его вставлю. Where to? Home. I'm going home. I don't know where the you live. Oh, I'm sorry. Can you drop me off at the Victoria's Secret show? I'm back. Как она села в эту машину таксисту и говорит, да, что она возвращается домой. Я просто разрыдалась на этом моменте, и, конечно, она невероятно круто выглядит. Сколько ей, по-моему, 43 или 44, неважно. Но у нее просто потрясающая фигура, да, и я думаю, что вы видели, что она во время беременности довольно много набрала, ну, для модели, да, вы просто не привыкли ее такой видеть. Но она так круто себя привела в форму, и это, конечно, тоже отдельная дополнительная мотивация. Ой, в общем, все эти вот модели легендарные, это, конечно, очень круто, очень вдохновляюще. Поэтому я, например, очень рада. Советую вам тоже пересмотреть, если не видели фэшн-шоу. Покажу вам классную пиар-рассылку от бренда Pure Pau Pau. Давно с ними знакомы, наверное, лет 7, может быть, уже и 8. Покупаю их в Золотом Яблоке, у них очень классный бальзам для губ. Думаю, что многие из вас видели. И они мне прислали такую пиньяту, которую нужно было разбивать специальным молоточком. Обалденная идея, очень классная. Но Бонечка боится, я тут начала стучать, поэтому решила ее просто разрезать. Конечно, можно было бы куда-то выехать, но мне не терпелось, мне хотелось скорее. Прикольно, конечно, было, если бы я ее разбила, знаете, посыпались конфетки. Кстати, очень вкусные леденцы. Ну и, конечно, сами бальзамчики обалденные. Я тоже брошу в свои сумочки. Подарю подружкам. Классные бальзамы, очень их люблю. И, кстати, их можно использовать не только для губ, но и как средство для кутикулы. Либо использовать как маску для губ, да, чтобы плотным слоем нанести минут на 20, если губки потрескались. На пяточки, на локти, в общем, на сухие участки тела. Очень удобно, закинул в сумочку. И опять же, и губки увлажнил, и кутикулы увлажнил. У меня здесь аромат манго и аромат смородины. Сразу 2 размерчика, очень удобно. Так что рекомендую, потому что сейчас осень. И, конечно, приехала доставка продуктов и немножко нас сбила. В общем, если интересно, правда, рекомендую попробовать классные продукты, особенно сейчас, на осень-зиму. Я использую разные бальзамы просто круглый год, обязательно на ночь. Ну, я просто уже привыкла, я люблю. Ну и, конечно, перед макияжем. Ну, в общем, попробуйте. Конечно, очень приятно. Такие веселые конфетки тоже брошу в сумочку. Так, ну что, следующая распаковка. Не планировала показывать, что я заказывала в доставке. На самом деле, потому что ничего особенного. Но раз уж я сижу, пакеты мне поставили сюда. Давайте покажу, что заказала. Я использую Е-доставку, если вы из Беларуси, особенно если вы в Минске живете. Здесь вообще очень удобно. В течение там часа все привезут. Это очень удобно. Тут у меня питьевая вода, потому что Саша уехал, водичка заканчивается. Я тут взяла 2 бутылочки. С чаем мне нравятся эти хлебцы. Именно карамельные, медовые тоже люблю. Они такие очень сладенькие. Знаете, вместо какой-нибудь булочки очень хорошо заходят. А еще мне очень нравится взять обычные такие хлебцы, безвкусные, и просто намазать, например, какую-то пасту без сахара и положить кружочки банана. Получается такой очень вкусный бутерброд. Обожаю. Так, здесь у меня паста. Мне нравятся такие бантики, очень люблю. Дальше заказала пармезан для салата. Немножечко добавить, мне нравится вкус. Здесь у меня филе куриное, сметана, черри, шпинат. Ой, блин, зеленые бананы. Не люблю зеленые бананы, я люблю уже такие, знаете,
спелые лимончики, вода с лимоном и чай с лимоном очень люблю, апельсин и просто съесть, и чай тоже люблю, яблоки по картинке всегда сложно добавить, я очень мало какие яблоки люблю, мне нравится, чтобы они были обязательно твердыми и такими хрустящими. Эти, наверное, не то. Ну, если что, ничего страшного, Саша съест. Вот здесь у меня виноград с косточками, потому что на него были хорошие отзывы, а на кишмиш без косточек были плохие. И микрозелень, мне очень нравится именно горох. Ну, вот такая вот маленькая закупочка. По цене, по-моему, 75 белорусских рублей, в долларах пропишу, сколько это. Вчера на ужин у меня был Макдональдс, очень захотелось, но сегодня возвращаюсь к своему обычному питанию. А еще после Victoria's Secret Show, конечно же. Ладно, на самом деле я это очень люблю, я постоянно ем одно и то же практически. И это салат, самый простой, который готовится буквально за 2 минуты. И для меня он очень яркий и аппетитный. На ужин вот мне прям идеально заходит. Здесь у меня шпинат, ростки гороха, половинка огурчика, черри и курочка. Так что вот, приятного мне аппетита! Всем привет! Новый день. Я вернулась с тренировки и как раз зашла на Wildberries забрать заказики, поэтому не переодеваюсь, сразу по-быстренькому вам показываю, что забрала. Кстати, я, наверное, забыла вам еще показать, просто тут прям лежит на тумбочке, на которой я снимаю в прошлом влоге. Не показывала. У меня новый блокнотик от Dior. Очень красивый, но совершенно не стоит своих денег. Просто, ну, обычный блокнот. Такие у него белые странички. Он очень приятный, тактильно. Видите, здесь странички золотые. Ну, это, знаете, такая... Не хочу оправдываться. Пускай это будет импульсивная покупка. Вот мне хотелось такой блокнотик, и я решила, что сюда буду записывать какие-то свои желания. Ну, вернее, как я вам говорила, да, свои все желания, это, ну, для меня это какие-то такие мои планы, просто какие-то более легко достижимые и какие-то менее легко достижимые. Вот, и, так что хотелось мне это писать в каком-то таком красивом блокноте. Но вообще, вы знаете, что я очень люблю писать, именно ручкой. Я вообще человек-план. Каждый день у меня планы в заметках с галочками. Я просто пишу абсолютно все. Так показала. Ну, короче, я всегда все планирую с самого утра, чтобы все успеть. Мне нравится ставить потом галочки, когда я выполняю какое-то действие. И, конечно, да, в телефоне, в планшете это делать все очень удобно, но также я очень люблю писать и ручкой, и из таких моих люксовых желаний планирования мне нравится очень блокнот от Louis Vuitton. Это канва, ее просто на 100 лет, мне кажется, я ставлю картинку, как это выглядит. Канва, она просто неубиваемая, с ней ничего не случится, а эти странички можно менять. И, в общем, это очень удобно, но, признаюсь, для меня это, ну, дорого. Я не могу себе на данный момент легко купить блокнот. То есть я, конечно, могу его купить, но почувствую я это материально. Так что да, может быть, на какое-то событие я решу себе порадовать, тогда это совсем другое дело. Вот, но так нет. Распаковка Wildberries. Итак, первая покупка немножко разочарование. Вернее, все супер с ней. Тут еще одна покупка. Короче, у меня в корзине лежала такая маленькая вазочка в форме стакана, и я хотела использовать ее для хранения кистей. То есть у меня сейчас кисти стоят в стаканчике, ну, обычном стаканчике для питья, стеклянном, а мне хотелось что-то такое красивое. Когда пришла коробка, я думаю, ну, может, так хорошо запаковали. То есть это размер не маленького стаканчика, как я себе думала. Просто на картинке это реально выглядело как будто такая маленькая вазочка по размеру, как стакан. Но пришла вот такая ваза. Она тоже небольшая, очень красивая. Я решила ее оставить, потому что вас много не бывает. Мне нравится... Я очень люблю живые цветы, вы знаете. И обычно это, конечно, не какие-то шикарные букеты. Просто в повседневной жизни это стоит совсем недорого, но очень поднимает мне настроение, когда там несколько цветочков небольших стоит. Мне нравится, когда это на ежедневной основе. Вот, поэтому я решила ее забрать, но я думала, что это будет, знаете, примерно в 2 раза меньше стаканчик, который подойдет для кистей, но
для маленькой вазы тоже очень красиво. Она выглядит как будто такая, как будто бы хрустальная, знаете. Ну, в общем, классно. Понравилось мне. Оставляю артикул. Ой, как хорошо, легко убралась этикетка. Такая вот ваза. Дальше очень классная находка. На самом деле забрала его, наверное, дня 3 назад, но вот обратно положила, чтобы не забыть показать вам. Это классный карандашик от OK Beauty. У меня уже есть от них карандаши. Самый популярный оттенок урания. Но на мне эти оттенки, типа урания, они немножко с оттенком такого фиолетового, и на мне они выглядят очень светлыми. Я думаю, что все вы слышали про Pupa 004, один из самых популярных карандашей. У меня он, конечно, тоже есть, но на мне это просто, знаете, как будто губы трупного цвета. То есть этот карандаш намного светлее цвета моих губ. Вот, поэтому мне он не подходит. И с уранией было то же самое. А сейчас я тоже увидела у кого-то в интернете, в сторис у кого-то сделала скриншот, оттенок Millennium. И заказала его, и вот он очень красивый. Он такой вот. Сейчас я сделаю сводчик, покажу. Он сейчас не у меня на губах, но очень красивый цвет, как я люблю. Сделать контур немножечко так заполнить, ближе к центру растушевать. И сверху блески, просто обалденный цвет, очень нравится. Вообще очень приятно у них карандаши, они такие мягкие. И по стойкости тоже приятные. Так что рекомендую, если хочется чего-нибудь новенького. Дальше. Ну, тут, правда, такая глупая покупка, но она очень дешевая. И, короче, на Pinterest я увидела прозрачные очки. Я подумала, боже, как красиво, надо мне что-то найти. На самом деле на Wildberries не так много очков именно с прозрачной оправой. Вот мне хотелось, чтобы они были полностью прозрачные. Но я нашла. И они... Это такое баловство. И они как раз-таки еще не просто прозрачные, в смысле не просто имиджевые, да, а они еще и с покрытием. В общем, если вы смотрите, как это назвать, господи, вылетело с головы. Если вы сидите в телефоне или за компьютером, в общем, они там снижают нагрузку на глаза, и голова не болит. Отзывы классные, но они вообще копейки стоят. Ну, мне просто вот захотелось их примерить. Видите, они такие... У них такое покрытие прям, такой блик, видите, голубой. Они мне совершенно не подходят, но я уже примеряла их только дома. Не знаю, может быть, под какой-то образ. Ну, это наклеечку снять надо. Хотя, может, и не так все плохо и печально. В общем... Если вдруг вам понравилось, то вы знаете, где искать артикул. Тут еще даже и чехол был, и салфетка для линз. Так, дальше. Заказала сразу 2 банки средства для мытья посуды. Беру уже во 2-й раз, очень мне понравилось, я вам показывала. В этот раз взяла сразу 2 банки, потому что так выгоднее по цене было. И, в общем, как бы такой расходник. И решила, что можно взять и 2, и там даже, по-моему, 4 было в спайке. О, нейтрализует запах рыбы. У меня, кстати, наверное, до этого были с другим вкусом. В общем, это жидкое мыло кухонное. Такой прям здесь более явный аромат. Это средство для мытья посуды, это средство для мытья овощей и фруктов. И для мытья рук. Это очень классный продукт, универсальный, знаете, потому что я все равно, когда мою какие-то фрукты, овощи, для этого покупать отдельно мыло, и все это вместе стоит не очень удобно. А тут прям, в самом деле, очень функционально. Жир удаляет тоже прекрасно. И могу сказать, что у меня, например, от Fairy как-то сохнут руки или что-то неприятное с ними нет. Ничего такого у меня нет, но... С этим средством еще лучше, вот, потому что это все-таки почти 98% натуральное. Вот. Ну и самое важное, что оно справляется и с главной своей функцией хорошо моет посуду, но и при этом еще и можно и помыть фрукты, овощи и ручки. И, в общем, одно такое универсальное средство. И для меня эта баночка выглядит довольно симпатично. И мне нравится, что здесь есть дозатор, это тоже очень удобно. Поэтому... Могу рекомендовать. Да, оно пенится не так сильно, как Fairy, но для меня это вообще не проблема. Главное, что оно хорошо выполняет свою функцию. Расход у него, конечно, тоже сильно больше, если вдруг это вас интересует, но совершенно для меня это не минус. О,
шоколадка. Это я купила в магазине. В магазине купила только сухие дрожжи и шоколадку, потому что будем с вами готовить булочки. Так, и последняя, нет, не последняя, предпоследняя покупка. Кто уже догадался, что это? Это спортивный коврик, потому что нужно обновить наш коврик. У меня Саша использует коврик ежедневно. Не знаю, может быть, можно было для него другой цвет выбрать, но я думаю, что ему совсем все равно. Вот, он делает, ну, такую, знаете, минимальную растяжку, потому что у него проблемы со спиной. И наш коврик не такой уж и плохой, он как бы с ним все нормально, я пока его не буду выбрасывать, но просто его там Бончик немножко лапками своими, коготочками испортила, ну, еще давно. Вот, ну, как бы, посмотрим. Он вроде бы не сыпется, можно использовать. Ну, в общем, я захотела попробовать брать свой коврик в зал, куда я хожу, потому что, ну, блин, свой есть свой, знаете. Не то чтобы я... Нет, на самом деле я брезгливая. Но мне как бы это не сильно смущало, там, чужой коврик. Но если... Я попробую, по крайней мере, если мне будет удобно с ним ходить, но я вот что-то не понимаю. И здесь специально... Почему я его заказала? Потому что в наборе шли такие шлейки, чтобы его повесить на плечо. Когда несешь, но что-то я не вижу. То ли забыли их положить, то ли они где-то внутри. Блин, нет. А, есть. Вот, разберусь, как это работает. Вот, но он такой очень симпатичный, бежевый, мягкий. И с другой стороны черненький. Он как бы легкий, поэтому у меня зал рядышком с домом, ну, там буквально пару минут идти, поэтому мне несложно взять с собой коврик свой. Но если нет, то буду просто дома использовать, потому что все равно и Саша мой ежедневно использует коврик, и я тоже делаю всякие свои иногда дополнительные упражнения помимо зала. Вот. Так что коврик пускай будет. И последнее. Для тебя покупочка, Бонечка моя любимая. Стоит за нас, все смотрит. Так, коврик. Это не коврик для собак, конечно же, это обычный такой коврик для ванной. Но я использую такой коврик, когда купаю Бонечку, чтобы ей было не скользко, чтобы лапки не скользили. И наш еще такой очень старый, и у него такой странный рисунок, что на видео он выглядит как будто бы грязный, а я когда ее купаю, я снимаю видео, вот, поэтому нужно было обновить. Он реально уже был очень старым, я его покупала еще, когда только Бончика у нас появилась. Вообще, на самом деле, здесь абсолютно можно обойтись без коврика, потому что плитка в ванной, она такая шершавая, на ней не подскользнешься. Но когда, например, я купала ее в ванной, то, конечно, у нее лапы так разлетались, и все равно, я думаю, знаете, она уже привыкла, поэтому я все равно всегда использую коврик, когда ее мою. Поэтому будет у нее теперь такой новый серенький коврик. Все, девочки. А, нет, не все. У меня еще одна покупка, она на мне. Я хотела купить себе новый комплект для спорта. Заказала леггинсы, к сожалению, они оказались мне большими, поэтому я забрала только топ. Я уже сегодня в нем ходила на тренировку, поэтому он на мне. Такой в белом цвете. Обычный. Обычный такой топик. Вот, очень приятненький. Все, теперь это все покупочки. Переношу булочки на завтра, потому что что-то у меня дико просто раскалывается голова. Сильная мигрень. Уже 6 вечера. Я выпила таблетку, наверное, в час дня. И меня вообще не отпускает, не знаю. Поэтому не до булочек. Решила, что сделаю их завтра, знаете, не в удовольствие их уже будет делать. И подсмотрела у одной девочки, Кати Сапегина, в Телеграм, что на Алиэкспресс есть такие специальные шапочки, ну так называемые, я вставлю картинку, как это выглядит, я нашла, которые нужно хранить в холодильнике и при мигрени надевать. Ну, то есть, знаете, можно как бы полотенце мокрое, холодное положить, или вот просто такую шапочку, которая сразу холодная. Вот она так надевается сразу и на глаза, ну, и на лоб, и на голову. И у некоторых брендов тоже, оказывается, такое есть. Я так буквально сегодня узнала, еще так не изучала, но отзывы классные. Поэтому, наверное, тоже себе закажу. Потому что у меня, к сожалению, это частая проблема. Мне всегда очень на смену погоды
Я прям чувствительна сильные головные боли. И знаете, когда болит, когда что-то болит, все не мило. И вообще делать ничего не хочется, кроме того, как думать, как себе помочь. Приступаем к приготовлению наших булочек. Я уже все подготовила. Здесь у меня мука, молоко, сахар, немножечко соли, дрожжи, 2 яйца, сливочное масло. И внутрь я буду добавлять шоколадку. Я решила, сегодня просто формировала доставку и увидела прикольную такую шоколадку, решила попробовать с ней приготовить. Здесь темный шоколад с начинкой вишневый брауни. Я уже отломала кусочек, попробовала, потому что нужно было определиться, чтобы точно наверняка, знаете, было вкусно. Все для дела. Очень понравилось, хотя я не очень люблю темный шоколад. В общем, думаю, что с булочками будет круто. Но вместо шоколада можно использовать пасту. Я думаю, очень классно будет с нутеллой или милкой. Но тогда вам нужно ее взять 100 грамм пасты, сделать такую колбаску и заморозить, чтобы потом нарезать ее на кружочки уже в замороженном виде и добавить в булочки. Но я решила так не заморачиваться, уже взяла просто шоколадку. Потому что здесь как бы есть 2 варианта на выбор. Первым шагом немножечко подогрею молоко в микроволновке, чтобы растворить в нем дрожжи. Буду замешивать тесто в этой чаше, поэтому сразу беру ее. Так, что мне нужно? Мука, немножечко соли, там 3 грамма, но я так, знаете, на глаз. Сахар, сахара 50 грамм, по-моему, да? Да. 1 яйцо. И молоко с дрожжами. И сейчас буду около 10 минут вымешивать тесто, пока оно не станет отлипать от стенок. Я буду это делать в своем миксере, но у меня есть такие специальные насадки для теста. Так, вот такой комочек у меня получился. И сейчас я буду добавлять сюда сливочное масло. Оно у меня как раз растаяло. Я думаю, что очень легко будет теперь с ним работать. Не стала его растапливать. И теперь нам нужно это вымешать, пока тесто не станет таким гладким. Но я это уже буду делать, конечно, руками. Так, вот что у меня получилось. Знаете, такое очень-очень мягкое тесто. И сейчас я его отправлю в духовку на 30 минут, чтобы оно подошло. Заранее я духовку прогрела до 40 градусов. Сейчас мы ее выключаем и ставим наше тесто. Пускай оно здесь немножечко отдохнет. Вернемся к нему позже. Мы с вами, чтобы не терять время зря, посмотрим пустые баночки, которые я собирала. Просто целый пакет уже набрался. У меня как-то... Я уже как-то показывала вам тоже свои пустые баночки. У меня просили еще. Я их специально для вас собираю. Точно не буду для этого делать отдельное видео, поэтому по-быстренькому покажу. Здесь у меня просто сборная солянка. Мне кажется, есть все. Кстати, мои волосы, девочки, сегодня 3-й день. Видите, какие они красивые? Эти кудряшки просто обалденные. До сих пор держатся. Масло ни разу, кстати, не наносила, все равно нормально. Пушистые, но в меру. Так, кондиционеры для стирки. Что у меня только один разве? Тессери. Как-то тессори, не знаю, как правильно. Обожаю. На ВБ покупаю. Аромат. Такой вот нежный, дорогой. Как бы я не любила это слово. Это просто, я не устану повторять, что эти кондиционеры это просто люкс в мире кондиционеров за очень доступные деньги. На ВБ покупаю. В Миле тоже есть, если вы из Беларуси. Оставляю артикул в описании.
Парфюм для стирки от Ленор. Тоже очень люблю. Мне, в принципе, нравятся эти гранулы. Я вообще обожаю все средства для стирки. Мне нравится, чтобы был запах. Ой, тоже один из самых любимых. Это вот такой вот золотой. И на ВБ оставляю артикул. И в Миле покупаю. Так, закончилось мое любимое масло для интимной гигиены. Я не очень люблю гели, а вот формат масла мне очень нравится. Ну, вернее, гели тоже все супер. Я просто всегда для интимной гигиены использую отдельное средство. Вот. И впервые я попробовала это масло, и уже у меня 3-я или 4-я баночка. Сразу же, как только заканчивается, покупаю. Потому что, в принципе, формат масла, он такой очень приятный, мягкий. Ну, в общем, для такой деликатной зоны очень мне нравится. Это зейтун, тоже покупаю на Wildberries. Дальше. Шампунь. Это мой самый любимый шампунь от L'Oreal. Именно серия Pro Longer. Для меня он просто невероятно приятно пахнет. Он прекрасно очищает волосы и кожу головы. Я промываю волосы шампунем 2 раза. Наношу только на корень, а уже длину ей достаточно стекающей пены, поэтому я там ничего не массирую, ни в коем случае мокрые волосы вот так вот не делаем с шампунем. Очень-очень люблю. И, конечно, у меня уже есть новая баночка, которой я активно пользуюсь. Я сразу покупаю для себя такой большой формат. Думала, может, попробовать купить целый литр, но там уже такая большая банка, что просто ей не очень удобно пользоваться. Поэтому мне удобно покупать 500 мл. Покупаю в золотом яблоке его. Дальше закончилось у меня мыло. Это Zara Home. Посмотрите, какая у него красивая, правда, упаковка. Я вам тоже рассказывала буквально в прошлом блоге, что мыло Zara, у нее очень приятный аромат, то есть много вкусов, но на руках абсолютно не остается, и во время использования я тоже как-то не вижу, не ощущаю этого запаха, вот, поэтому для меня это просто красивая банка, что для меня тоже очень важно, потому что я не очень люблю многоразовые эти дозаторы потом переливать, мне нравится, когда меняется баночка с мылом, вот, и эстетически они для меня очень красивые. Покупала тоже много раз. У меня этот запах бергамот, ветивер и какой-то тонкобин. В общем, показываю поближе. Дальше шампунь. Тоже очень-очень популярный бренд. Я вообще... Ну, для меня он неплохой, но как бы обычный. Не куплю больше. И бальзам у меня такой тоже был. Тоже как бы никак. Поэтому, ну, хорошо, нравится, но... покупать еще не буду. Дальше. Элизабет Арден. Вы у меня тоже спрашивали, когда видите в рилсах. Обожаю этот дезодорант. Я его покупала, когда мы ездили еще в отпуск. Покупала как раз в Duty Free на границе. И потом взяла еще одну баночку дополнительную. Заказывала уже там на адрес Польши, когда мы ехали обратно, потому что мне так понравился. Хватило где-то месяца на 2 ежедневного использования. И сейчас я использую Виши роликовый, но у меня есть новая баночка в запасе. Работает просто прекрасно, и я вообще люблю пробовать новые продукты. Знаете, это твердый или аэрозоль, как-то, ну, обычно можно пойти или что угодно купить, но когда пробуешь что-то новенькое, такое необычное, он еще, так, знаете, выкручивается прикольно. Короче, приятно, и работает круто, и пахнет обалденно, поэтому точно буду покупать еще, но у меня есть новая баночка. Эссенция камбуча от Dr. Suical. Я еще до того, как ходила к косметологу, использовала этот продукт, и мне, в принципе, мой косметолог тоже его одобрил, но сейчас я уже все-таки покупаю другую косметику именно для моей кожи. Но очень мне нравилась эта эссенция. Это можно использовать вместо тонера, или когда вам не нужно сильное увлажнение, то даже просто без крема, без сыворотки тоже достаточно. Очень красивая с ним кожа, сияющая. Продается в магазинчиках с корейской косметикой. Можно купить на ВБ тоже, я думаю. Но проверяйте, чтобы там все хорошо было, потому что все-таки корейскую косметику часто подделывают. Но это очень популярный продукт. Вот такая вот камбуча. Я думаю, что тоже многие видели, если следите за всякими блогерами, бьюти-блогерами. Что очень популярное и классное средство. Я рекомендую, если хотите попробовать что-нибудь новенькое. Дальше. Rituals. Это не пенка для душа, это мусс для тела. То есть как крем, но в формате пенки. Тут уже ничего нет. Но я обожаю этот формат. Он тоже такой очень легкий, очень быстро
нанес, ничего там не нужно открывать, выкручивать, размазывать. Очень-очень быстренько, ну, понимаете, да? Формат пенки. Быстро впитывается, никакой липкости, обалденный аромат. Прекрати облизывать моих девочек, пожалуйста. Спасибо. Так что рекомендую. Сейчас у меня золотой. Обожаю Rituals. Сколько раз я сказала обожаю, неважно. Но я действительно очень люблю. Для меня просто прийти в этот магазин так приятно. Все средства для тела. Обожаю скрабы. Кроме их пенок я уже ничего не могу использовать. Никакие гели. Мне уже даже не интересно, потому что это эстетично, это красиво использовать. Ну, действительно, это, вы знаете, какой-то особенный ритуал. Я обожаю. И утром, и вечером, каждый раз, когда я в душе, я люблю пробовать новые продукты. Мне нравится еще там масло от L'Occitane, допустим, это тоже популярный продукт. Но с пенкой не сравнится ничего. Мне ничего не сушит оно. Аромат приятный, использовать приятно, не хочу ничего другого. С удовольствием открыто к тому, чтобы попробовать что-то новое всегда, да, но вот любимчик у меня это Rituals однозначно. И баттеры их для тела, кремы, и спреи парфюмированные для тела тоже как бы классные, да, если кто пользуется. Скрабы, обалденные скрабы. Мыло для рук у меня есть, кремы для рук тоже классные, что я еще пробовала. Вот не то чтобы не понравилось, я не очень поняла, это бальзам, потому что, наверное, у меня он с тинтом такой розовый, может быть, цвет не мой, но упаковка очень красивая. Но вообще обязательно попробуйте, если есть возможность пенки. Я, когда бываю в Польше, я сразу покупаю много в запас себе. Еще один шампунь Алокси. На этом бренде работает Космика, салон, в который я хожу на процедуры. Это как бы эко-салон, ну, честно, как бы нормально, не нужно нам озвучки сверху. Нормально, но не куплю больше. Нет. Спасибо. Дальше. Автозагар. Кстати, я сегодня утром буквально посмотрела на себя, что я такая белая. Думаю, неужели скоро нужно будет использовать автозагар? Я не хожу в солярий. Я ходила в солярий, наверное, последний раз лет в 19. Причем с 17 до 19 я ходила регулярно весной. Вот у меня прям была традиция. Я очень быстро загораю и в солярии, и на солнце. И, ну, на мне очень красивый загар из солярия. Но, как бы, все мы знаем, да, что это не очень полезно. Ну, хотя это тоже такая тема, если хорошие лампы. Загорать на солнце, лежать, как бы, тоже не очень полезно. Мне нравится именно формат пенки. Обязательно купите себе специальную варежку для распределения автозагара. Она стоит копейки. Вам удобно будет наносить, вы ничего не пропустите. Так, дальше. Батист сухой шампунь. Здесь без комментариев. Обожаю. Причем нравятся мне все. Что у нас здесь еще осталось? Немножечко из ухода. Эти все продукты свой уход я покупаю у своего косметолога, поэтому не подскажу, где купить в свободной продаже. НТК сыворотка, такой вот серум, понравился. Такая, знаете, легкая на лето, хорошо. Один из самых популярных кремов PH Formula, вот такой. Хороший тоже понравился, он вообще без запаха, но сейчас мне очень нравится, который я показывала вам в прошлом влоге. Тоже крем от Cantabria Labs. И один из моих любимых кремов с витамином С, это Dermatime, к сожалению, все стерлось. Очень мне нравится, я его использую утром, у меня уже новая баночка. И осталось у меня несколько продуктов из декоративной косметики. Кстати, бюджетная находка, которую я люблю много лет, это Bourjois Healthy Mix. Я покупаю его в самом темном 55-м оттенке, когда я уже не загорелая, но мне еще не подходят мои светлые тона. Использую его, он просто идеально, ну для меня, идеально ложится, хорошо держится, с ним такая красивая кожа. Так что, если нужен недорогой тональный крем, особенно на скидках, мне кажется, вообще доступно, можно его купить. Healthy Mix, Bourjois. Не знаю, насколько он сейчас популярный, но раньше он был очень популярным, и я действительно покупаю его из года в год. У него такой вот хороший 55-й, именно когда я еще с остатками загара. Вот, закончился.
Куплю на следующий год обязательно себе новую баночку. И тоже много раз я покупала этот маркер для бровей от Vivienne Sabo, у меня в оттенке 02. У него очень такая тоненькая кисточка. Вот видите, надеюсь, сфокусировалась. Очень удобно прорисовать волоски. Я рисую только начало брови. В общем, мне прям очень нравится. Моя любимая тушь Хеймиш, вы знаете... О, господи. Хеймиш, вы знаете. Она не делает какого-то вау-эффекта, но я и не жду от туши вау-эффекта. Вот у меня подкручивающая, есть еще объемная. В фокусе или нет? Надеюсь, что да. Вот, хотя, конечно, я больше люблю силиконовые кисточки, но я прощаю ей все, потому что она снимается горячей водой. Я очень не люблю вот этот эффект панды. Знаете, когда нужно тушь снимать мицеллярной водой, вот это тереть, это все вообще не про меня. Если эту тушь смыть, никакого следа, что у вас когда-то были накрашены ресницы, и в помине нет. Я всегда очень вижу, у меня хорошее всегда очищение, качественное, но я всегда вижу, когда я использую обычную тушь, что у меня там что-то темное осталось, да, на коже. Чем бы я ни смывала, поверьте, я смываю и очищаю свою кожу очень хорошо. Я всегда вижу этот эффект очень явный, потому что я, в принципе, никогда не крашу нижние ресницы, я очень не люблю на себе такой эффект. А когда ты снимаешь обычную тушь мицелляркой, вот, ну, как бы попадает на нижние реснички, на эту вот кожу, и, знаете, как будто такая вот подводка, я на себе это очень четко вижу, поэтому использую как бы тоже, потому что, конечно, они очень классные, да, тушь, которая смывается мицелляркой, вот эта вот обычная, не чулочная, она, конечно, классно делает объем, если нужно удлинение, и взгляд красивый, и все такое, но для меня вот очень важно, как она смывается, поэтому мне вообще не важно, что она делает, красит и красит. Очень ее люблю. Вот если никогда не пробовали, я действительно пробовала очень много разных вариантов именно термостойкой туши, да, термотуши, вернее, но Хеймиш мне нравится больше всего. И белорусские есть, они классные, и из такого тоже, что легко купить, Дарлинг, да, в золотом яблоке бренд, он тоже хорошо смывается горячей водой. Но вот для меня это смывается проще всего, именно горячей водой. Она не сыпется в течение дня, она не отпечатывается. Там, если вдруг вы будете там плакать, то она точно не потечет, единственное, она может просто смыться с вас таким чулочком. Так, и последний продукт — это Rare Beauty. Я вам тоже показывала буквально в позапрошлом влоге, что купила новую баночку, потому что очень мне нравится. У меня в оттенке Honesty. Rare Beauty, Селена Гомес, прекрасные продукты. Это такое масло, тут уже ничего нет, поэтому даже не покажу вам цвет. Это такое масло с оттенком. Когда масло впитывается, остается оттеночек. Я обожаю тинты, вы знаете, поэтому с удовольствием пробую новые продукты, и у меня очень редко что-то заканчивается. Просто срок годности скорее выйдет, потому что много продуктов. Но вот закончилось масло, и сразу купила новое. Все, наконец-то выбросила эти баночки, потому что хранила, чтобы показать вам. Ну, на самом деле, мне кажется, что неплохая рубрика, потому что здесь уже как бы конечный результат, уже все распробовано, и, возможно, что-то вы хотели купить, и теперь точно купите, или наоборот. Прошло 30 минут, я достала тесто, оно у меня поднялось, но я его сейчас немножечко тут перемешала, ну, вернее, я не знаю просто, как сказать это слово, не понимаю, как его склонить, но, в общем, обомните тесто и прикройте салфеткой. Убрать в холодильник на 15 минут, и уже будем приступать к булочкам. Опять же, если бы не это время, да, что подождать там 30 минут, подождать тут 15 минут, если это не брать в учет, то готовится максимально быстро, легко. И что самое крутое, не нужно ничего раскатывать, потому что когда ты что-то раскатываешь, потом полдня, моешь эту кухню. Согласитесь. Накрываю и убираю в холодильник еще на 15 минут. Что, девочки, я снова включила духовку на 40 градусов. Достала тесто из холодильника, 15 минут оно у меня там простояло, поднялось, не знаю, видно ли на камере, но увеличилось в размере, и сейчас мы будем формировать сами булочки. Внутрь буду добавлять шоколадку или шоколадную пасту, что вы используете. Формируем булочки, укрываем пленкой и еще на 30 минут в духовку. Так, я уже сразу кладу бумагу для выпечки. Слушай, мне так нравится, что она такая, как будто бы газета, знаете, на ватберке попала. И будем формировать булочки. Я доверюсь этой книжечке и сделаю 8 штук, как здесь и написано.
Так что разделяем тесто. Может быть, сразу шоколадку свою на кубики. Я думаю, что можно использовать чуть больше шоколада. Много не мало. Буду разделять эту дольку на 2 части. Поместится же в булочку, правда? Одну в себя. Боже, почему я такая сладкоежка? Вот такие вот. Вот такая начинка. Такие пирожки. Пока получились пирожки, но я думаю, что на вкус это не повлияет. Кстати, тесто по консистенции... Ну, в общем, мне кажется, что оно будет вкусным. Посмотрим. Я вроде бы брала одинакового размера кусочки, но, видите, какие-то они у меня разные получились. Но я просто думаю, что вот эти я больше, знаете, так сжала, смяла. Думаю, что они еще поднимутся. Я уже выключила духовку. Напоминаю, 40 градусов она у меня была. Я все еще пропишу, чтобы вы ничего не забыли в инфобоксе. Все, весь порядок действий. Отправляю сейчас, чтобы они еще 30 минут там у меня подошли, и только потом я буду смазывать их яйцом и отправлять в духовку. Опять же, если бы не все это время туда-сюда, знаете, 30 там, 15 там, 30 там, то все это очень легко и быстро сам процесс. Но если это вкусно, то оно того стоит, потому что, как бы, по сути, проблема только в том, что нужно ждать, а так все очень-очень быстро. Так, мои булочки подросли, здесь даже плюс-минус одинакового размера. Я думаю, что их можно было бы и дольше оставить, наверное, но зачем? Будем следовать инструкции. Я уже включила духовку на 180 градусов. Нет, ну ладно, не все одинаковые, что-то я погорячилась, неважно. Подготовила желток, буду смазывать желтком и отправляю в духовку уже готовиться. 20 минут, 180 градусов, и вернусь уже с готовыми булочками. Прошла буквально минутка, и они еще выросли, поэтому, думаю, получится как на картинке. Как будто, знаете, такой пирог, чтобы прям отламывать эти булочки. Очень аппетитно. Вот такие булочки у меня получились. Сейчас пускай они немножечко хотя бы остынут, и очень интересно попробовать. Мягчайшие и очень вкусные. Пошла в ванную заниматься своей вечерней уже рутиной. Чтобы умываться, готовиться ко сну, наносить свой уход. У меня почему-то в ванной, именно в зеркале, какой-то тут такой свет, что у меня какой-то нереальный пресс. На самом деле он так не выглядит. Ну, он у меня обычный. Просто здесь реально какой-то такой свет, что как-то прям такая суперспортсменка, как будто бы, но это обман зрения. Очень рекомендую вам попробовать приготовить эти булочки. Реально забираю себе этот рецепт в копилку однозначно. За один присед Саша мы съел сразу 5 булочек, при этом он был сытый. Я съела одну, осталось 2. Ну вот на завтра на утро нам будет. В следующий раз обязательно попробую приготовить их с сгущенкой. С такой, знаете, с вареной уже. Нашей рогачевской. Нашей белорусской, она такая будет, прям идеальная получится, пирожки.
уже не булочки, а пирожки. Мне нравится именно печеный вариант. У меня это сразу такая ассоциация, знаете, у нас в школе продавали эти пирожки именно печеные, потому что в масле я не люблю, а вот эти вот печеные со сгущенкой. Просто будет бомба. Сегодня у меня был день уборки в ванной комнате. И сейчас я так стою, так свежо пахнет. И постирала коврики, достала только что с сушки. И прям, знаете, стою на горячих. Очень приятно. Тоже меня часто спрашиваете какие-то советы по уборке. На самом деле, я самый обычный человек, у которого бывает бардак каждый день. Абсолютно каждый день. Я вам говорила, что никаких секретов у меня реально нет. Я навожу порядок каждый день, потому что бардак у меня тоже каждый день. Я не знаю, как это происходит, но, в общем, мне несложно поддерживать чистоту, потому что я это делаю ежедневно. То есть у меня нет такого, что я выделяю целый день на уборку квартиры, там в неделю, допустим, в субботу, да. Это для меня большая роскошь уделить целый день. Это, в принципе, знаете, даже, наверное, эмоционально тяжело, когда ты знаешь, вот в субботу у меня уборка, и уделить там полдня на уборку. Нет, это слишком роскошно. Это, даже как-то в голове, как-то сразу, знаете, что-то такое неприятное, на что не хочется тратить там полдня своего времени и убирать каждую комнату. Я так никогда не делаю. Убираюсь ежедневно, тем самым у меня каждый день порядок. Я уделяю этому совершенно немного времени, потому что когда ты делаешь это ежедневно, обычно это, знаете, такое, вещи там на места, уборка на кухне, там пыль протереть тоже, когда видишь, что она образовалась, там полы помыть, то есть такое, вот, допустим, один день я убираю ванную, на кухне поддержать порядок, это понятно, это как бы база, да. Вот завтра я вижу, у меня в гардеробе там бардак, нужно уделить этому время. Вот сделала. Такой вот классный лайфхак, который я могу вам посоветовать для того, чтобы развить в себе такую привычку поддерживать порядок. Ставьте таймер, сколько вы хотите потратить, допустим, 20 минут в день. Ставьте таймер, и ровно 20 минут будете убираться. Это, знаете, такой некий азарт появляется. Сразу хочется сделать максимально много. Вот, и, допустим, сегодня 20 минут вот на это. Завтра 20 минут вот на это. Послезавтра 20 минут вообще на все. Это реально... Вот у меня это прям азарт. Я так не всегда делаю, уже очень редко, потому что просто, для меня это уже, знаете, такой стиль жизни, я привыкла. Но иногда вот я понимаю, что у меня нет времени, и дома бардак, нужно срочно убраться, поэтому я ставлю для себя таймер, и вот максимально в это время, там 20-30 минут, я стараюсь убрать просто все. Для меня очень важно находиться в чистом пространстве. Я работаю дома, я много времени провожу дома. Мой муж, если не вылезет, то он тоже много времени проводит дома, поэтому... естественно, готовим мы каждый день, что-то там на кухне происходит каждый день. Если не я готовлю, то муж готовит. Вечно какие-то разбросанные вещи, то все, в общем, все как у всех. В моем идеальном мире убираться вечером, чтобы с утра проснуться и была чистота. Но у меня так не получается, поэтому я с самого утра... Мое первое дело, что я делаю, это после завтрака сразу навожу везде порядок. И все, целый день... как целый день. С несколько часов я нахожусь в чистоте, но потом вечером, соответственно, образовывается какой-то беспорядок, но он меня как бы уже так не раздражает, потому что я знаю, что он ненадолго. Но вообще для меня реально очень важно, потому что я не могу ничего делать, когда вокруг меня бардак. Мне даже сложно сконцентрироваться, мне сложно что-то делать. В общем, для меня очень важно, чтобы не было вот этого хаоса. Для меня сразу, знаете, какое-то такое... утомительное состояние, грустное, нерабочее, когда вокруг какой-то хаос. Поэтому это вот такой мой стиль жизни. Никаких секретов абсолютно нет. Просто ежедневно чуть-чуть времени уделяю на то, чтобы поддерживать порядок. Опять же, выделять один день в неделю на то, чтобы это навести, нет. Я не готова, не хочу, и я хочу жить в чистом пространстве каждый день, а не раз в неделю. Но опять же, может быть, у кого-то, конечно, так и работает, что там раз в неделю уберешься, и целую неделю у вас порядок, но у меня не так. Поэтому для меня это самый идеальный вариант. Каждый день уделять немного времени. Это стиль жизни. Это как с утра зубы почистить, так и навести порядок. Это не занимает реально много времени, просто привыкнуть и реально попробовать этот лайфхак с таймером. Ну что, девочки,
как обычно, карту дня на следующую неделю. Напоминаю, если вы смотрите мои видео впервые, это метафорическая ассоциативная карта, которую мы с вами вытягиваем каждую неделю. Можно задать вопрос, можно, как и я, использовать какую-то подсказку, как напутствие. Каждый расшифровывает сам для себя. Давайте, что ждет меня и моих любимых девочек на следующей неделе. Так, карта дня. Вы видите первыми. О, кошка. Ну, для меня это ожидание чего-то точно прекрасного. Просматривайте, что вы чувствуете, что вы видите. И сейчас я прочитаю, что нам подсказывает книжечка. Возможно, по руководству из книжки вы более подробно и детально для себя. О, класс! Окно возможностей. Эта карта символизирует уникальный момент пробуждения и осознания. Она воплощает моменты, когда новые перспективы открываются перед тобой, иногда в самых неожиданных обстоятельствах. Вот прям для меня то, что надо, если честно. Карта изображает кошку, через окно созерцающую мир, наполненный мистическим светом и образами. Это напоминает о важности оставаться открытым для нового, ведь уникальные идеи и пути часто находятся там, где мы меньше всего ожидаем их увидеть. А в реальной жизни карта может означать шанс выделиться и проявить себя. Время, когда интуиция подсказывает нестандартные решения, ведущие к новому. Она может сигнализировать о том, что следует отвергнуть общепринятые нормы и ожидания, чтобы в полной мере раскрыть свой потенциал. Прекрасная карта. Прекрасная, мне кажется. Окно возможностей даже звучит круто, согласитесь? Так что мы с вами кошечки, которые смотрят в свое окно возможностей, и нам точно повезет. Я точно в это верю. Вы тоже, пожалуйста, верьте. Чем больше нас верит, девочки, тем лучше все будет. Поэтому ставим лайк этому видео обязательно, чтобы все сбылось. На самом деле, мне всегда очень приятно, когда вы ставите пальчик вверх. Это очень мотивирует, и это такая ваша благодарность для меня. Спасибо, мои любимые девочки, за ваше время, за то, что провели со мной этот час. Надеюсь, вам со мной было интересно. Мне с вами, как всегда, очень. Уже жду нашей следующей встречи в следующее воскресенье. Как обычно, желаю вам самой прекрасной недели. Пусть у вас произойдет что-то доброе, хорошее. Увидимся совсем скоро. Пока-пока.